Приветствую вас на канале Верстка Life. В этом видео мы создадим простое модальное окно, или как многие его называют поп-ап, на чистом JavaScript. Модальные окна можно встретить практически на любом современном сайте, именно поэтому я уверен, что данное видео будет очень полезно для новичков. Итак, по нажатию на кнопку у нас будет открываться модальное окно с небольшой задержкой. И соответственно по нажатию на крестик, либо вне окна, оно будет закрываться. Ну а если вы еще не подписались на мой канал, убедительная просьба сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем. Итак, для начала создадим HTML-структуру нашего модального окна. Для этого добавим кнопку с классом btn, type button, класс btn и ID open popup. Назовем ее model.js. Рядом с кнопкой расположим наш попап с ID popup. Внутри него добавим контент. Он будет состоять из кнопки button, type button с классом popup close, это наш крестик, ID close popup. Внутри него будет span, он нам пригодится в стилях. Далее заголовок с классом popup title, simple model и текст. Здесь напишем, что пользователь может закрыть модальное окно по клику на крестик или по клику на любое другое место вне поля модального окна. Супер. Теперь перейдем к стилям. В стилях сначала подключим наш шрифт. Для этого перейдем на Google Fonts, ссылку я оставлю в описании, и в поиске введем наш шрифт Inter. Отлично, перейдем на него, нажмем на Get Font и Get Empt Code. Далее выбираем импорт для подключения именно в Style CSS и копируем наши стили. Немного изменим жирность. Здесь от 100 до 900. Нам нужно от 300 до 600. Далее обнулим все ненужные стили. Для всех кнопок зададим курсор pointer, указатель при наведении. Берем подчеркивания лишние и берем границы. Border none. Для body пропишем наш шрифт, который мы подключили.
скопируем и вставим фонд Family. Добавим фон. E5, E6 пусть будет такой. На всю высоту экрана. Сделаем флекс контейнером и расположим все элементы внутри него по центру. Для кнопки добавим фон. Внутренние отступы сверху, снизу 16 пикселей, 32 пикселя слева, справа. Цвет белый. Шрифт 14 пикселей пусть будет и жирность 600. Буквы сделаем крупные. И небольшое пространство между ними добавим 2 пикселя. Также не забудем про плавность при наведении. Небольшую анимашку для фона именно добавим. Пропишем hover. Скопируем наш фон. И немного его изменим. Далее для pop-up пропишем фиксированное положение. Сверху 0, слева 0, на всю ширину экрана. Добавим фон. Черный, но немного прозрачности добавим. На всю высоту. Сделаем флекс контейнером и расположим также все по центру, внутри него. Вначале у нас попап будет скрыт, поэтому убираем прозрачность и добавляем Visibility Hidden. Добавляем плавность при его появлении 300 миллисекунд. Давайте сразу закомментируем, чтобы видеть наше модальное окно. Все изменения внутри него. Сразу же запишем стили для pop-up, когда он будет у нас открыт. Мы будем менять только класс, добавлять open и убирать этот класс, когда он нам не нужен. В этом случае у нас opacity 1 будет равно и visibility visible. Далее перейдем к контенту. Зададим фон белого цвета. Добавим паддинг. И ширину 500 пикселей. Делаем Position Relative. Выровняем по центру все элементы внутри. И добавим небольшую тень. Далее перейдем к заголовку. Добавим жирность 600, цвет, шрифт 30 пикселей и отступ вниз 16 пикселей. Далее перейдем к тексту под заголовком pop-up текст. Добавим цвет текста. Зададим жирность 300
и ограничим немного по ширине 310 пикселей. Далее перейдем к нашему крестику. Пока мы его не видим. Pop-up Close. Сделаем его абсолютным. Сверху отступим на 27 пикселей. Справа на 26 пикселей. Зададим фон такой и закруглим. Ширина и высота у нас будет равна 52 пикселям. Чтобы выровнять по центру, делаем флекс контейнером и зададим необходимые свойства. Добавим цвет. Шрифт, размер нашего крестика. Сделаем курсор pointer и плавность для трансформ 600 миллисекунд. Далее будем рисовать наши линии для стрелки. Для этого обратимся к span и его псевдоэлементам, а именно к before и after. Зададим им фон белого цвета. Изначально берем лишний контент. Также курсор pointer добавим. Делаем блочным и высоту 2 пикселя. Будем позиционировать абсолютно. Ширина пусть будет 20 пикселей. Отлично, мы уже видим одну линию. Теперь, но на самом деле их две, просто они лежат друг на друге. Теперь для первого элемента внутри нашего крестика уберем фон, возьмем снизу 0, слева 0, справа 0 и сверху 0. Маржин делаем авто для выравнивания и, конечно же, позиционирование абсолютное. Теперь обратимся к нашим псевдоэлементам для того, чтобы их немного повернуть. Для before зададим угол поворота 45 градусов. Для after зададим угол минус 45 и немного поднимем на 2 пикселя. Но этого недостаточно, поэтому еще дополнительно возьмем 2 пикселя. Хорошо, теперь мы можем скрыть наше модальное окно и перейти в JavaScript. Script.js у нас будет максимально простой. Все, что нам нужно, это добавить класс по нажатию и убрать. Что ж, давайте по порядку.
Сначала получим все элементы. Pop-up. Получим по ID Pop-up. Получим кнопку открытия. И кнопку закрытия. Для открытия попапа мы обратимся к нашей переменной OpenPopUp и добавим слушатель событий. По клику будем вызывать анонимную стрелочную функцию и внутри нее нашему попапу добавлять класс Open. Далее я предлагаю вам поставить видео на паузу и самостоятельно написать код для закрытия модального окна. В этом ничего нет сложного. Все, что нам нужно, это убрать класс Open. Итак, нажимаем на паузу, я подожду несколько секунд и мы продолжаем. Отлично, надеюсь, вы попробовали и я уверен, что у вас все получилось. Все, что нам нужно, это обратиться к переменной close_popup и добавить обработчик событий. По клику мы также создаем анонимную стрелочную функцию и в ней добавляем метод remove нашего класса Open. И нам остается еще продумать скрипт для закрытия по клику вне окна. Поэтому мы будем слушать клик по всей странице. Window. Тот же слушатель событий по клику. Ничего сверхъестественного. Получаем event. Сокращенно И обычно пишут. Но мы давайте для начала напишем event. Event – это объект события. В нем содержится вся информация о событии. Например, какой элемент только что нажат. Мы все это можем узнать с помощью этого объекта. И мы будем проверять, если мы нажали на pop-up, то есть наш элемент, по которому произведен клик, это pop-up, в этом случае мы также будем удалять класс Open. Все, ничего сверхъестественного тут нет. Итак, проверяем. Нажимаем на кнопку модального окна. Видим, оно отобразилось. Значит, у нас появился класс Open. Видим. И попробуем закрыть по нажатию на крестик. Видим, что класс исчез. Попробуем снова открыть и нажать по любому полю, но вне нашего модального окна. Видим, также срабатывает и класс удаляется. Если вам интересна реализация модального окна на CSS, ссылку я оставлю в описании. На моем канале Boosty вы сможете найти видео и архив с кодом.
Также на Boosty есть доступы к дополнительным материалам, урокам, которых нет на YouTube. Ну и, конечно, ставьте лайки, если это видео было для вас полезным. В комментариях можете написать, что бы вы хотели увидеть в будущем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.